Как правильно подводить итоги года в бизнесе? Это простая пошаговая инструкция, и каждый шаг в этой инструкции важен, поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Первое, что нужно сделать, чтобы подводить итоги, нужно установить, а когда же у вас заканчивается отчетный год, соответственно, начинается новый. И, честно говоря, 31 декабря, как завершение года, это вообще не самая лучшая идея. Потому что в очень многих бизнесах декабрь, январь такие особые периоды. У кого-то происходит взлет продаж. Вы их порвали! 200 продаж! Да, хорошо! Да, чувак? One nice! А вот еще большой сюрприз. Я хочу еще 200 продаж к 8 сегодня вечером. И, как правило, у всех есть какая-то официальная отчетность в начале года, закрытие документов, бюджеты и так далее. На рубеже декабря и января у нас есть каникулы, которые довольно продолжительные и ломают рабочий ритм. Желательно, чтобы год заканчивался, соответственно, начинался в какое-то другое время. Например, в нашей компании мы приняли следующее правило, что у нас отчетный год начинается с 1 мая. Очень удобно. Никаких Новых годов в это время. Первое. Установите свой отчетный год, не связанный с календарным. Это позволяет просто избежать лишней суеты. Второе. Вам нужно определить, какие конкретно виды отчетов должны принести в конце отчетного года ваши руководители подразделений. То есть вы заранее устанавливаете, какие данные каждый руководитель подразделения должен предоставить, продемонстрировать, показать в виде графиков, диаграмм и так далее. То есть вы это устанавливаете практически раз и навсегда, но немножко это со временем совершенствует. То есть заранее раздаете эти запросы своим руководителям, у них есть неделька или две после завершения отчетного года, они должны подготовить эти презентации и прийти с этими графиками, диаграммами и презентациями для того, чтобы рассказать, что произошло в их подразделениях с персоналом, с доходом, с предоставлением услуг, с качеством, со всеми основными параметрами. Конечно, они будут разные у разных подразделений. Если это маркетинг, то мы будем просить данные о бюджетах, лидогенерации, стоимости одного лида, конверсиях. Если это продажи, мы будем просить другие параметры. Если это производство или предоставление услуг, у этих подразделений будут какие-то еще параметры, и они должны обо всем этом отчитаться после завершения года. Это второй шаг, он дает всей команде очень хорошее представление о том, что было сделано, какие результаты были достигнуты. Третий шаг. Высший руководитель, лидер компании, он должен донести до всей команды, какие в компании сегодня ключевые вызовы. Что такое ключевые вызовы? Это то, что препятствует дальнейшему росту, дальнейшему расширению, реализации каких-то долгосрочных планов. Короче, как там проект по удвоению продаж? Если бы мы могли удвоить продажи, давно бы удвоили, не неси ерунды. Он прав. Два вопроса. Ты нашел новых клиентов? Или новые районы, где можно попастись? Или крупного игрока, которого можно обработать? Дуайт, есть в смысле? В этот момент, когда руководитель рассказывает об этих вызовах, очень легко связать это с отчетами, которые только что все увидели и услышали. То есть это все перекликается. Если у вас есть, например, долгосрочный план увеличения клиентов в какой-то определенной стране, в каком-то определенном регионе, то сразу становится понятно, какой вызов. Да? То есть то ли у нас нет команды, которая туда поедет, то ли у нас нет инструментов продвижения, рекламы в этом регионе, то ли что-то еще. Но здесь очень важный момент. После этого второго шага отчетов руководитель должен обозначить главные вызовы. Почему это важно? Просто по той причине, что у нас ответственные руководители. И каждый из них, если вы его спросите, какой у нас самый большой вызов компании, то тот, кто отвечает за маркетинг, скажет, у нас там не хватает лидов. Он назовет какую-то проблему в своей области. Тот, кто отвечает за продажи, будет говорить за то, что там плохая конверсия в продаже, наши продавцы недостаточно компетентны. Производственник будет говорить о производстве, о станках, обо всем таком. Это показывает только то, что эти ребята действительно ответственны, но они не способны работать сообща на долгосрочную цель просто по той причине, что они не на одной волне. Именно поэтому на третьем шаге руководитель выше, он должен обозначить, что самое главное, с чем мы должны справиться в ближайшие месяцы и в ближайший год. Четвертый шаг после этого – это согласование планов. Согласование планов производится подобным образом, как и отчет о планах. Каждый руководитель подразделения должен
прийти на общую координацию с презентацией и рассказать о том, что и как он собирается реализовать в следующем году. Привет, работяги! Все здоровы? Все, остыньте! Остыньте! Спасибо, молодцы! Естественно, это должно перекликаться с вызовами, о которых мы только что говорили. То есть они готовят презентации, это занимает время, они проводят консультации со своим вышестоящим руководителем, с лидером, согласовывают эти планы, а потом собираются все вместе и делятся своими планами, и для того, чтобы все были на одной волне и все понимали, кто над чем будет работать. Обычно вот этот этап занимает около 2 недель. 5-й шаг, не менее важный. То есть мы к нему приходим, когда уже у нас, по сути, есть планы по подразделениям. 5-й шаг – это шаг контроля. Теперь регулярно, как минимум раз в квартал, руководители должны собираться и отчитываться о том, а что было сделано по этим планам, что удалось реализовать, а что не удалось реализовать. Этот шаг необычайно важный, потому что мы можем себе нафантазировать какие-то абсолютно нереалистичные планы. Мы можем придумать какие-то планы, которые не дают результатов или которые вообще невыполнимы в принципе. И хорошо бы об этом узнать заранее, даже не дожидаясь конца квартала. Поэтому очень важно контролировать выполнение этих планов. Потому что контролируя, мы сразу увидим, какие планы были неправильные, несовершенные. У нас есть возможность это исправить и так далее. Возможно, вернуться там на шаг назад и переделать это планирование. Но без контроля планы не будут реализовываться, какими прекрасными бы они ни были. И этот шаг важен, но контролировать, конечно, это хорошо. Но мы сейчас говорили о долгосрочном планировании. При этом в компании должны быть инструменты, которые применяются для управления на еженедельной, ежедневной основе. И чтобы узнать про эти инструменты, приходите на мой бесплатный мастер-класс. Ссылка на мастер-класс в описании к этому видео.